Всем привет, с вами Дэн, и у меня сегодня для вас редкость лимитированная от Акватика. Давно хотел эту модель показать, и вот представился, как говорится, случай. Это лимитка к году змеи, таких моделей всего 100 штук было выпущено. Короче, одни из них у меня, и я вам сегодня их с удовольствием покажу и все расскажу. Раз и... мы открываем коробочку. Вот они! Лимитированная модель год змеи. Прикольно. Так, в комплекте тропический еще каучуковый ремешок. Хорошо, в хозяйстве пригодится. И, как всегда, инструкция и гарантийная карточка от Акватика. Все, коробочку убираем в сторону. Распаковываем часы и продолжаем. Распаковал я эти яркие, сочные часы. Значит, лимитка Snake, да, год змеи. 100 штук, как я уже вам говорил. Seiko NH34 GMT-шечка там стоит внутри. То есть у нас есть второй часовой пояс. Контрастная и яркая такая стрелочка красная, да, дополнительная. Ну, у нас вообще сноуфлейки здесь такие тюдоровские по основным стрелкам. И метки такие плоские, без обрамления. С читаемостью проблем нет. И яркие очень, да, ну такие вот прям восточные сочетания. Желтый с красным, прям шикарно. Значит, суперлюминовый Old Radium здесь на метках и стрелках. Дальше, как видите, цифер градиентный, то есть он такой от алого в центре идет практически к бордовому, а чуть ли не даже и не к черному по краю циферблата. И плюс у нас безель тоже черный, контрастный, желтый с черным, поэтому очень гармонично получается по цветам. Безель керамический, 120 кликов. Хороший, четкий, уверенный безель. Очень гладкий, здесь полировочка прям шикарнейшая. Так, ну и как раз безель для удобства пользования, так, стоп, для удобства пользования функции GMT. GMT как раз вынесено на безель, что хорошо в этом случае. 300 метров водозащита, 316L сталь по корпусу, по безелю и по браслету, сапфир с внутренним антибликом. И что касается цены, то плюс-минус где-то 39 тысяч рублей на Алиэкспресс. Ну, на официальном сайте они $450 стоят. И раз уж мы говорим про лимитку змеи, то на задней крышке здесь как раз такая, да, видите, уже золотистая у нас змея. Очень интересно, такой медальончик вставлен в заднюю крышку. Интересное решение, мне нравится, кстати, прикольно. Ну, то есть постарались, сделали две сразу вещи. То есть у нас змея идет в отметке 6 часов, тут еще 2025, Limited Edition, ну и сзади тоже такая вот медалька получается. А мы с вами посмотрим по размерам. И у нас 38,6 по корпусу, небольшой корпус. 13, даже 12,9, и при том, что водозащита 300 метров, хорошо по высоте. 20 по браслету и от ушка до ушка 45,2. Ну, мое запястье 18,5 в обхвате. Вот такая вот посадочка. Аккуратная модель, потому что размер небольшой. И смотрите, браслет какой классный, да? Опять же здесь вот это сочетание, что у нас папа, мама, да, и нигде ничего не топорщится. Супер. Очень хорошо звенья подогнаны. Здесь красиво все смотрится. Особенно с учетом того, что часы небольшие по диаметру и такие не самые низкие, да, и этот момент как раз важен. Браслет мне нравится, браслет очень гибкий, очень красивый, с ним поподробнее познакомимся. Про запас здесь сантиметров 6, так что на любое запястье сядет, и это хорошо. Ну и сразу давайте уж посмотрим по весу, что у нас получается. На полном браслете 144 грамма. Так что часы не такие уж и тяжелые. Если хотите их сделать такими чуть менее, может быть, яркими, праздничными, да, пожалуйста, вот черный тропический каучуковый ремешок, и он сразу переносит все внимание прямо на циферблат, да. То есть все, красный циферблат, черный безель, черный ремешок, матовый, такой сдержанный. Кстати, это вот один из моих любимых ремешков, тропический, достаточно стандартный, но при этом функциональный, дырочек много, летом в жару, когда пот и хотите, чтобы часы были полегче, ну прям самое то. Поэтому хорошо, что в комплекте есть такой ремешок уже в базе. Вот, собственно, шикардосно все смотрится. Давайте теперь по циферблату пройдемся, как уже посмотрели, да, накладные метки, читаемость, вот со сноуфлейками именно такие метки, как мне кажется, наиболее органично смотрятся. Достаточно все крупное, и есть только вот мелкое по краю, по радиусу внешнему циферблата минутная разметка.
Ну и зеркальный керамический безель, конечно, добавляет шика, такого блеска. Но опять же, если мы говорим про то, что это лимитка года, да, то она как раз должна быть яркая, такая блестящая, тем более цвета тут такие. И должны быть красный, желтый. По корпусу здесь сатинирование по основной части. Есть на боковой грани зеркальная полировочка небольшая. Да, уголок нижней части безеля тоже с зеркальной полировкой. Но в целом корпус и браслет на себя внимание не перетягивают. И, как мне кажется, это правильно. У браслета тоже есть боковая часть, центральных звеньев. Они отдельные, да. И вот они тоже с зеркальной полировкой. Все остальное это именно сатинирование. Так, здесь по застежке она литая на двух фиксаторах, можно подстроить для удобства. Здесь все окей. Нет системы быстрой замены браслета. Хотелось бы ее иметь. Задняя крышка, да, мне нравится, симпатично, необычно и для лимитки как раз таки правильно. Лучше, чем обычная, да, гравировка, мне кажется. По браслету чуть-чуть, может быть, рисковато с нижней части. Кому это не очень нравится, этот момент учтите. Для меня норм, да, поэтому, ну вот, в целом, браслет мне понравился и нравится вот это, что гибкий, такой аккуратный, хороший. По геометрии браслета здесь вопросов нет никаких. Дальше смотрим циферблат. Матовый. Есть текстурка здесь интересная. Градиент хорошо просматривается. Змея такая объемная. Ну и накладные метки. Кстати, издалека не видно, но у них в внешней части есть тоже такой вот тут рельеф небольшой по меткам, так же как и по стрелкам. Кстати, прикольно. Более сложно выглядит. Безель, корпус, полировочка. Здесь все приятно. Браслет. И давайте посмотрим еще на змею. Так, номер у нас есть? Номер есть. О, номер 001 из 100. А? По красоте все прям. По итогам модель специальная, модель необычная, модель именно такая больше коллекционная, больше под год, но при этом мне понравилось качество изготовления, мне понравилась идея, как реализовано именно вот все, что связано со змеей. Цвета такие, опять же, яркие, праздничные, сочные. Поэтому, если модель нравится, почему бы, собственно, на нее не обратить внимание. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.